Привет! Сегодня речь будет идти о подсветке для орхидей. Нужна ли она? Сколько это стоит? Где ее взять? Начнем с того, что орхидея – это южное растение, и у нее есть свой цикл развития и времена, когда она гонит там листья, стрелки и так далее. В нашей местности стрелки она начинает гнать где-то в декабре, в конце декабря. И в это время у нас солнца мало, и орхидея эту стрелочку начинает наклонять туда, в сторону света, в сторону окна или какого-то излучателя света. И для того, чтобы вырастить вот такую ровную стрелочку, мы там пытаемся ее выровнять каким-то образом, крутить эту орхидейку, для того, чтобы она была более-менее ровная. Но в итоге стрелочка вырастает не очень высокой, потому что ее все равно света не хватает, и она получается так себе. Для того, чтобы получить полноценное такое вот растение, нужно подсвечивать. Тогда мы имеем толстую такую вот стрелку, достаточно много цветов, вот их навязалось сколько, то есть все получается хорошо. Сами вот эти все подсветки, понятное дело, что можно купить в магазине, но проблема в том, что хорошие подсветки стоят дорого, а плохие мало что дают. И я пошел другим путем, я изготовил эту всю подсветочку самостоятельно, и результат очень хороший, и хочу с вами поделиться, как я сделал это и где все брал. Прежде всего, на Алиэкспрессе я купил вот такие вот излучатели. Это фитоизлучатель 30 Вт. Это ультрафиолетовый 50 Вт. Они стоят где-то по $1 приблизительно, чуть может дороже. То есть дешевка вообще. Я кроме фитоизлучателя добавил еще ультрафиолетовый, так как считаю, что орхидея это не помешает. Растение южное, и там ультрафиолета больше, чем обычно в нашей местности. Поэтому я добавил вот этот ультрафиолет. Ну, вы можете это все дело и не делать, как хотите. Эти все излучатели, они... Да, еще. Это готовый излучатель, здесь уже драйвер есть, все, такой примитивный, но он есть. То есть нам останется только впаять сюда два проводки, тут есть места указаны, и включить это все дело в 220 вольт, и он будет светиться. Но светиться он будет недолго, потому что излучатель довольно мощный, вот здесь 50 ватт, то есть много тепловой энергии, которую куда-то надо деть, и, соответственно, нужен какой-то охладитель, радиатор. В данном случае я использовал вот такой вот алюминиевый радиатор от какого-то устройства, не знаю. Я думаю, у каждого достаточно валяется таких вот вещей. И на них, там есть отверстия, на них это все дело прикрепляется через пасту, и оно будет работать. Критерий того, что у вас радиатор достаточной площади, это то, когда мы после часа работы можем положить сюда спокойно руку, и она не обжигает. То есть температура там меньше 60 градусов. В этом случае это нормально. У меня здесь стоит два излучателя, и оно грелось. Поэтому я положил вот такой вот вентилятор из процессора, подключил его через вот такой вот блок питания, чтобы он потихонечку вращался, не на всю мощность, чтобы он не шумел. Вентилятор 12 вольт, здесь у нас 7 вольт. И этого уже оказалось достаточно для того, чтобы это все надежно работало. Вот оно отработало наш сезон. Декабрь, январь я подсвечивал 4 часа в сутки. Это может быть утром до восхода солнца или вечером после захода, как уже вам удобно. Использую для того, чтобы там самостоятельно не включать и не забыть. Вот такую программируемую розетку. Настраивала его там на включение, выключение. То есть 4 часа где-то конец декабря и январь это 4 часа подсвечивалось. В феврале это уже было 3 часа, в марте это было 2 часа, и потом, сейчас у нас апрель, я вообще ее убрал, это я принес для того, чтобы вам показать. В итоге выросла вот такая красивый такой цветок, набрало много цветов, все листья темно-зеленые, то есть достаточно им света, нет никаких проблем. Поэтому мне кажется, что это все-таки лучше использовать все-таки подсветочку каким-то образом, или на Алиэкспрессе
ссылочка в описании на вот эти вот элементы вы можете купить или купить готовые. Ну, а стойка, она тоже должна быть, ну, как бы, вот видите, я сначала сделал ее, оказалось нормально, потом наша стрелка выше, надо было нам, может, еще немножко выше. То есть около метра у меня высотой. Обычный прутик на надежной основе. То есть это все. То есть буквально, то есть простая такая конструкция, позволяющая получить отличный результат. Поэтому я советую вам все-таки, если вы занимаетесь орхидеями, даже если у вас один цветочек, сделайте ему такую комфортную жизнь, поставьте ему какую-то подсветку, и он вам будет благодарен, даст вот такие вот, обратите внимание, какие красивые цветы. Кажется, все с этим. Следующее. Следующий ролик, я так думаю, вот здесь у меня на этой орхидее есть некоторые стрелки, которые уже никогда не дадут цветов. Они есть, они зеленые. Я не знаю, почему их орхидея не высушивает. Поэтому их можно будет удалить. Как их определить, я покажу в следующем ролике. И при вас это все дело я их и отрежу. На этом все. Я всем желаю удачи. Пока.